О чем сегодня рассказываем? Про то, как снять квартиру в Буэнос-Айресе. Окей. Всем привет, меня зовут Александр. Привет, я Вероника. И сегодня мы расскажем вам о том, как снять квартиру в Буэнос-Айресе. И еще покажем нашу квартиру. Так что не переключайтесь, можно уже лайкать. И если есть вопросы, обязательно не стесняйтесь, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, колокольчик, все дела. Поехали! Добро пожаловать к нам домой. У нас вот так вот уютненько, огонечки появились. Мы чай уже вам налили. И давайте уже скорее смотреть. Или сначала как снять? Не, давай сначала как снять, а потом мы покажем нашу квартиру. Хорошо. Тогда как снять? Первым делом, если вы планируете приехать сюда и здесь жить длительное время, то, естественно, вам нужно, кроме покупки билетов на самолет, озадачиться, куда же вас потом повезут после этого самолета. И большинство выбирают вариант Airbnb или Booking. И тот и другой вариант довольно удобен и прост. Да, есть нюансы. Чтобы оплатить тот или иной вариант, вам может потребоваться карточка какой-нибудь страны не России, потому что на этих сайтах работают не российские карты. Это во-первых. Во-вторых, заходите на них и смотрите, что вам нравится, где вам нравится, выбираете и бронируете. Так сделали мы, собственно говоря, мы арендовали жилье на Airbnb. Подобрали квартиру в самом центре, как оказалось, и, собственно говоря, оплатили ее и приехали. Квартира, скажем так, специфичненькая. Сейчас мы вам покажем, почему мы из нее хотели скорее съехать. Так, и у нас кричит где-то кот. Ну, кот. Окей, кот. Так вот, квартира, которую мы арендовали первую неделю себе для жилья, была в целом хороша, но очень была в плохом состоянии. Была просто запущенная, вплоть до того, что бак водонагревателя просто фонтаном струился во все стороны. Да, у нас был свой фонтан внутри квартиры, который, так скажем, немножко увлажнял наше в ней проживание. Да, трубы постоянно гудели, как только пускаешь большой поток воды. В общем, мы вам покажем, смотрите, в целом ничего, старый жилой фонд, в этом была своя такая специфика, свой колорит, но на любителя. И постоянно пропадающий интернет. Да, интернет пропадал, и так как работаем мы онлайн, это было, конечно, вообще неприемлемо, и мы активно занялись поисками. И когда ты уже находишься на месте в Аргентине, посмотреть район, походить своими ногами, это, конечно, святое дело, и очень облегчает поиск жилья. И облегчает выбор. Вот вы поднялись по такой крутой лесенке на второй этаж. Деревянная дверка. Заходим. Тут маленькая ванна. Самая интересная часть — кухня, конечно. У них очень часто кухня отделяется вот таким вот островком. С этой стороны тоже островок, барные стулья, котики готовятся к путешествию. Это вот наш домашний фонтан. Почему мы здесь съезжаем даже раньше времени. Обещали следующей неделе. Второй свет — это внутренний двор во дворе. Маленький холодильник, шкафы. Такая вот печка есть. Типичная зона. Плита вот так устроена. Здесь вот эта вот стойка, она же зона хранения. И мы плавно переходим в гостиную спальню. В общем, квартира очень уютная, но не ухоженная. А этот чудесный университет выручал нас, когда у нас заканчивался интернет. Посреди дня просто вырвался. Вот такие вот дела. Вот такая, собственно говоря, у нас была квартира, с которой мы благополучно съехали даже на более ранние сроки, чем изначально планировали. Хозяин предложил нам, говорит, если вы, говорит, хотите съехать, можете съехать раньше, я вам верну деньги. Ну, за это ему отдельное спасибо, как бы, за понимание. Ну, мы съехали и
принципе, ничуть не жалеем, потому что приехали в эту чудесную, светлую, двухъярусную квартиру в виде лофта. Пожить в лофте я мечтал очень давно, ну вот, так сказать, пунктик, галочку поставить можно теперь. Мечты сбываются, Аргентина. Да. Как мы арендуем жилье в России? Заходим на сайт с объявлениями, находим арендодателя или агентство и через них, собственно говоря, арендуем жилье. Приезжаем, заключаем договор и все, живем. Здесь такой вариант не сработает. Здесь, во-первых, идет языковой барьер, во-вторых, разница в вариантах аренды жилья в краткосрочной и долгосрочной аренде жилья. Да, тут есть нюанс. Когда ты снимаешь на длинный срок, то ты должен заключить договор 1,5 года или 3 года, ну то есть заметные сроки. И он заключается часто в песо, и собственники жилья идут на такое, когда есть некоторые гарантии. Гарантии, что ты будешь платить. Так как мы здесь пока в качестве туристов, кто эти гарантии им даст, что мы будем платить? Просто по местным законам мы можем как-то забежать в квартиру и оттуда не выбегать, ну, грубо говоря, захватить квартиру собственника. Собственники этого, конечно, не хотят, они боятся, опасаются, и поэтому есть такая практика подтверждения, то есть подтверждение доходов, или кто-то должен за нас поручиться. Но, в общем, пока что этот вариант для нас недоступен. Все будет гораздо легче, когда у нас будет хотя бы вид на жительство. Поэтому большинство тех, кто приехал так же, как мы, снимают на 3 месяца, и потом каждые 3 месяца, например, продляют этот договор. И эти варианты всегда обычно дороже, но они хотя бы для нас доступны, никаких подтверждений не требуется. И разбираться с всеми этими нюансами, учитывая, что договор, извините-ка, на испанском, и суммы-то заметные, да, в Аргентине стоимость аренды жилья и вообще жилья такая значимая. В общем, разбираться со всем этим просто так, самому непросто. Ну, в общем, как в России, мы тут снимать пока не смогли, но мы научимся, я думаю. Вот, поэтому существуют следующие варианты. Это чаты. Чаты. Ну, в принципе, все. Сайты, получается, пока для нас недоступны. На самом деле сайты тоже доступны, ну, там есть нюансы. Например, варианты снимать у местных напрямую собственников, да, как мы любим снимать в России. Там есть нюансы с языковым барьером, кто-то, кто англоговорящий, например, идет навстречу, и с ними уже можно взаимодействовать. И у нас есть друзья тоже из Екатеринбурга, которые здесь снимали сами при помощи онлайн-переводчиков, и все у них нормально было, и все нормально работало. Поэтому эти варианты есть. Они искали квартиры в чатах местного населения и на сайте, который зовется Зона Проб. Ссылочку мы обязательно оставим в комментариях, поэтому заглядывайте туда, посмотрите, приценитесь, сколько может стоить квартира в месяц аренда в Аргентине. Вот. А еще стоит обратить внимание по поводу обозначения доллара, что не всегда стоимость аренды в долларах, которая указывается со значком доллара, указывается в долларах. В песо здесь почему-то указывается так же, да, как часто доллар. Вот эти вот огромные суммы, там типа 100 тысяч долларов, да, значок в месяц, это на самом деле 100 тысяч аргентинских песо. И они конвертируются по определенному курсу, ну, в общем, там есть такие множество нюансов. Да. Есть важный нюанс про комиссию агентства. Если в России мы платим один раз за подбор жилья, да, это то, обычно стоимость одной аренды, например. Ну да, там стоимость одной аренды, то здесь в Аргентине мы при использовании агентства платим агентству за каждый месяц проживания в квартире. Да, это 10 или 20%, и если ты продляешь договор, часто ты не знаешь собственника. Да, контакты агентства держат у себя, и все коммуникации с хозяином берет на себя. Ну, как бы, контактов у тебя нет. И получается, комиссию ты платишь снова и снова и снова. Да. И, в общем, чем дольше живешь, тем больше комиссия, и в этом нюанс. Получается, первый твой заезд в квартиру самый дорогой, если на большой срок. Ну да.
Дальше у вас есть несколько вариантов все-таки к кому обратиться. Вы можете обратиться напрямую в аргентинское агентство, и часто сотрудники аргентинских агентств хоть как-то говорят по-английски, и с ними можно попросить их подобрать вам жилье, квартиру, и они будут, может быть, даже возьмут на себя часть обязанностей, чтобы помочь вам оформить хоть какие-то гарантии. В этом, может быть, есть некоторый смысл. Тем не менее, вот вы будете с ними контактировать, и договор будет на испанском, и таким образом вы можете найти квартиру. Либо другой вариант, сейчас здесь очень много наших соотечественников, говорящих по-русски, и они, конечно, тоже хотят заработать, и их называют иногда помощники. Или помогаторы. Помогаторы. Да, или есть просто те, кто уже сказал, у нас есть свое русское агентство. Так вот, частый нюанс вот этих своих русских агентств, да, в том, что они становятся такой прослойкой между еще и аргентинским агентством. И, в общем, сначала русское агентство у вас берет комиссию, заметную кусачую. Это тоже обычно не 1 месяц, а 2-3, а то и тоже на постоянку. Аргентинское агентство берет у вас комиссию. Ну и, в общем, все это раздувается довольно заметно, но зато ты общаешься с кем-то на русском языке, и вот тебе все снова и снова переводит. Поэтому, в зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас привычный вам уровень комфорта, вы можете позволить себе совершенно разные варианты. Может быть, еще есть еще третий вариант, он такой условный, да, есть люди, говорящие на русском языке, которые собирают и являются агрегаторами информации от местных жителей, но при этом всем они берут комиссию одноразово. Например, в нашем случае мы заплатили комиссию 1 раз, и дальше мы ее не будем платить тому русскому посреднику, который с нами взаимодействовал, и дальше взаимодействуем только с собственником уже нашей квартиры. И в продолжение темы, это наш чудесный парк, возле которого мы живем. А на заднем фоне за ним это наш дом, который может показаться сначала стройкой. Но на самом деле это бывший городской холодильник, в котором мы теперь и проживаем. Да, это настоящий лофт, и вот эта стройка, 1 корпус уже открытый, а остальные стороны этого здания еще в процессе, и скоро нам построят бассейн на крыше и Паришу. Это такое место, где жарят мясо. Да, но произойдет это не раньше, чем через полгода, и то больше. Местные жители ждут этого великого чуда уже на протяжении 10 лет. Ну что, пойдем смотреть дом? Есть круглосуточная охрана, регулярная уборка общих помещений и вообще довольно симпатичная. Есть паркинг, где можно оставлять автомобиль и хранить велосипед. Соседи очень приветливые. Такая комфортная мебелированная квартира обходится нам, угадайте во сколько? $400 в месяц. Это считается здесь очень недорого, и большинство наших знакомых снимают гораздо дороже. В квартире сразу была посуда, мягкая мебель и даже новый текстиль. Наличие домашних животных может отпугнуть собственников. В нашем случае хозяйка лофта увеличила депозит в 2 раза. Очень переживает за ковролин. Частый интерьерный прием – спальня на чердаке. В городе много жилых зданий с очень высокими потолками. Часто это старый жилой фонд, и люди стараются по максимуму использовать пространство, независимо от своего достатка. В Аргентине есть общедомовые прачечные. Мне кажется, в чем-то это очень даже удобно. Постирал, сразу высушил в машине и забрал домой. Не нужно дома размещать стиральную машинку и сушку. Мы стираем по жетонам. 1 цикл стирки, постирать и высушить, выходит примерно в $1,5. Занимает 1,5 часа.
В общем, вот такая вот у нас квартира. Ну как вам? Вы бы решили жить в такой квартире? Пишите свое мнение в комментариях и впечатления о квартире. Ну и, собственно говоря, о том, как, думаете, можно улучшить интерьер. И, может быть, сделать ее чуть комфортнее, и тогда, может быть, Саша мне разрешит что-нибудь еще в нее купить. Навряд ли. Я за то, чтобы квартира была просторной и светлой. Ну, хоть цветочек. Цветочек может быть. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Кстати, в следующем видео мы расскажем о тех гаджетах, которые стоит взять с собой в Аргентину для того, чтобы они улучшили вашу жизнь здесь. Пока-пока! Пока-пока!